эфире канал «Частное мнение русского немца». Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Я приветствую вас на моем канале «Частное мнение русского немца». Сегодня поговорим о обычной жизни. Они выпустили новое видео под названием «Сыну сделали операцию. Депрессивная страна». Ну а в первых минутах этого ролика я хочу вас попросить, чтобы вы подписались, поставили лайк, написали комментарий, поделились этим роликом. Ну и если вы все это сделали, не забудьте еще нажать на колокольчик. Ну а если вы и на колокольчик нажали, то не забудьте захайпить это видео. Ну и конечно подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании. И не забывайте Fuchsa aus Deutschland очень хорошо рассказывает. Ну и, конечно, самое важное с Эрихом Вайсом. Видео началось с того, что хозяин канала гулял со своей собачкой Арчи по улице и рассказывал, какая погода дождливая и что на улице холодно, но красиво. Показывал окрестности, деревья, немного комментируя жизнь в Германии. Но я могу добавить одно сразу в начале, что на улице не было луж. Потом, по действию этого рассказа, вы поймете, почему я сейчас это уже сказал. Ну и потом дома хозяин канала стал рассказывать, что сын пострадал при игре в футбол. И так высказался, что ему специально перебили ноги. Да, я тоже так задумался, думал, в Германии дети или юноши играют в футбол, и там кому-то перебивают ноги, да еще и специально. Говорит, он очень хороший спортсмен, и может кто-то завидовал. Прям вот так и высказался. Я 2 раза пересмотрел и думал, как можно так высказаться. И потом, когда он в больнице был, и когда разговаривал со своим сыном, он все сыну намекал, мол, скажи, что тебе специально сделали. А сын говорит, не, мне это специально не сделали, просто получилось так. Ну и потом он еще стал рассказывать, что пришлось очень долго ждать скорую помощь. И это меня удивило, когда он сказал, что они 3 часа ждали скорую помощь. И в Германии еще. И потом говорит, а вы все говорите, что в Калининграде надо долго ждать. Знаете, вот это меня очень удивило, потому что в Германии, да еще и на футбольное поле, там скорая помощь приезжает, очень быстро. А он все рассказывал, что 3 часа ждали, пока скорая помощь приехала и помогла сыну. Ну да, я тут и задумался, думаю, ничего себе. Такого я еще тоже не знал. Уже теперь 30 лет живу в Германии и знаю прекрасно. Даже в последнюю деревню скорая помощь приезжает, за минут 15. В самую последнюю деревню, там где от города 20-30 километров. Там с какой-нибудь стороны приедет скорая помощь, бывает там 15-20 минут, и она приехала. А тут на футбольное поле и скорая помощь так долго ехала. И да, еще и в Германии. Не где-нибудь в России, а в Германии. Ну и потом, когда они пришли в больницу, он стал спрашивать у сына, а скорая помощь через 3 часа приехала? А сын говорит, да нет, меня забрали где-то минут через 30, уже увезли. А там он рассказывал, отец, хозяин этого канала «Обычная жизнь», рассказывал, что 3 часа надо было сыну ждать, пока скорая помощь приехала. И вот знаете, что я сейчас задумался, вот как это получается? Неужели они не могли договориться, что папа будет неправду говорить и что сыну надо это подтвердить?
Может, просто папа хотел соврать, и теперь не получилось. Ну, хозяин этого канала «Обычная жизнь». И теперь это просто не получилось. Ну, а теперь пойдем дальше. Когда он с собакой пришел домой с прогулки, на улице был дождь. И в Калининграде, когда он был в Калининграде, ему сказали, что возле дома все неправильно сделано, что очень много луж будет стоять. Ну и стояло. Нам надо не забыть, что в Калининграде, когда ему это сказали, что там у тебя во дворе лужи стоят, дождика не было. Он был ночью. Он сам это сказал, что дождик был ночью. Это нам надо не забыть. И теперь он заходит со своей собакой с улицы, с прогулки и говорит: вот видите, вы мне говорили, что в Калининграде все неправильно сделано, что возле дома стоят лужи. Видите, а тут тоже все неправильно. Видите, я весь мокрый. Я под дождем ходил и весь мокрый стал. Вы понимаете, что он сказал? Он говорит, он под дождем ходил и весь мокрый стал. Я потом задумался, а где он лужи видел? Где он лужи видел в Германии? Почему он сейчас говорит, что он под дождем ходил и все неправильно сделано в Германии, и поэтому он попал под дождь? Вот этого я не понял. Потому что в Калининграде ему ясно сказали про лужи, которые возле дома стояли у него. Лужи, настоящие лужи, озера. Да и вообще в Калининграде очень много луж, если дождичек пройдет. А в Германии, он сам говорит, погода тоже очень дождливая. Он сам про это сказал. Не кто-либо. Он сам. И все равно, если ты выходишь на улицу, и если дождика нету, ты можешь сухим пройти. Хотя дождик 10 минут тому назад очень сильно шел. Очень сильно шел. А ты можешь пройти, ну, с чистыми ногами, можно сказать. И вот я задумался над этим, над всем, и так подумал. Я сделаю этой обычной жизни еще один просмотр, но посмотрю сначала все это видео. Ну и посмотрел сначала это все видео, когда он с собакой гулял. И действительно, то, что я подумал, то было правда. Он наврал. В Германии, там, где он со своей собакой гулял, не было луж. Абсолютно не было луж. Да, вот так оно. А если он в Калининграде ходит, или даже гуляет, возьмите вот этого Пашу Буяна, Павла Буяна. Возьмите его. Если он со своей собакой ходит, сколько там луж? Там собачка его может утонуть в этих лужах. Там человек может утонуть в этих лужах, что в Калининграде есть. А тут обычная жизнь, хозяин этого канала говорит, в Германии все неправильно построено, и поэтому в Германии ноги становятся мокрыми, если ты в дождик выходишь на улицу. Вот я вас хочу спросить всех, которые живут в Германии, что получится, если вы выйдете в дождичек на улицу? Вы мокрые станете, да еще на той земле, где он живет. Так оно. А если еще дальше наверх пойти, то вы вообще промокнете. Ну и, конечно, мы должны вспомнить, что нам Павел Буян показал. Вот недавно в своем телеграм-канале. Как колесный трактор с большими колесами застрял в грязи, в болоте, в Калининграде. И это уже было после дождя, уже целый день прошел, как Павел объяснил. Вы понимаете? Целый день прошел, и трактор в болоте застрял. Там дорога должна идти, проложена быть когда-нибудь.
Но опять же, это со слов Павла Буяна, что там когда-нибудь проложат асфальт. Ну а теперь совсем коротко. Про скорую помощь хозяин этого канала «Обычная жизнь» наврал. Это факт. Следующее, что сыну специально сломали ноги, он наврал. Это факт. И что он не понимает, если ты выйдешь, когда дождик идет на улицу, и что ты мокрый станешь, это тоже факт. Потому что это нормально. Если ты выйдешь в дождичек, то ты будешь мокрым. Автор канала «Обычная жизнь» занимается подменой понятий и сравнивает теплое с мягким. Когда он говорит, что он промок под дождем, а обувь осталась чистая, про это он не говорит. Но что в России он и промокнет, и в грязи останется, об этом он умалчивает. Вот так оно. Ну а теперь еще очень коротко о названии ролика. Он назвал Германию депрессивная страна. И почему он ее назвал депрессивной страной? Да потому что там дождь шел, там где он живет. Но опять же, дождик в Германии, он не везде идет. И очень разная погода есть в Германии. Если вы на севере находитесь, то там дождичек, ветер сильный. Если вы там живете, где он живет, там летом не бывает дождичков. Там почти всегда солнце, там хорошая погода. Если вы поедете дальше на юг, то там вообще будет тепло. Там доходят температуры до 40 градусов. Да, до 40 градусов. Да, и если сейчас кто-то скажет, что в эти дни не могут доходить до 40 градусов, да, вы правы, до 40 градусов доходят летом температура. Ну и, конечно, я добавлю свою юмористическую ноту ко всему этому. Так что, друзья, если в следующий раз вам покажут, как в Германии все скучно, посмотрите на фон. Чистые улицы, спокойные люди, медицина работает. Может скучно, это просто когда никто не страдает. А весело это когда включили телевизор и снова обещают встать с колен. Подписывайтесь, ставьте лайки и помните, главное не путать ностальгию с пропагандой. Ну а теперь я вам расскажу, какая у нас сегодня погода. А у нас сегодня тепло, у нас сегодня плюс 12 градусов было. Солнышко светило, все было прекрасно. Ну а теперь я попрошу вас подписаться, поставить лайк, написать комментарий, поделиться этим роликом. Ну и, конечно, не забудьте нажать на колокольчик. Ну а если вы все это сделали, не забудьте еще захайпить это видео. Это было бы хорошо. Ну а теперь по старой традиции, auf Wiedersehen и до свидания, мои любимые, хорошие подписчики и зрители моего канала.